Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Virtus.pro, и у нас сегодня серьезный разговор с тренером нашего нового КС-состава. Это Достан. Привет. Привет. Я тебя немножечко, вот совсем чуть-чуть помучаю по эпицентру. Все-таки, как команда пережила результаты, как вы с этим справились? Я думаю, что у нас команда очень крутая в плане того, что у нас хорошая связь между игроками. И реально, я перед этим интервью говорил, у нас не бывает никогда открытых каких-то руганий и так далее. Мы все проиграли, все, мы вышли, потом собрались, поговорили. Тем более сейчас год заканчивается, а в итоге у нас год прошел мега успешно. Конечно, концовка так себе прошла, но я думаю, что то, что происходит сейчас, оно даст потом много позитивного, потому что это все равно опыт. Вот. А как вы видите, игры были очень близкими. И все как бы понимают, что сложился бы раунд не в ту сторону, было бы по-другому. Я чувствовал, я играл, мы первую игру, вот, выиграем мы тот раунд, потом с ЕГЭ бы тот же вечер сыграли бы. Но это как бы игра, такое бывает. Наверное, тоже это надо уметь пережить такие моменты. Не бывает команд, у которых не было таких каких-то спадов. Вот. Но слава богу, что мы участвуем на турнирах, летаем, нас приглашают, у нас еще хороший рейтинг. И это намного лучше, чем мы бы сидели, не играли. Так что год все равно успешный. Мы проговорили с командой, говорили то, что было хорошо, то, что было плохо. И все как бы приняли это. Я у всех в глазах увидел. То есть там те, кто сыграли плохо, там сказали, там, вот я там сыграл плохо, все, давайте в новом году от меня будет так-то так. И это очень круто, наверное, искренность почувствовать от игроков. Ну, вы в целом такой довольно дружный состав, то есть не потому, что вы командой так надо себя вести. Я чувствую, что между вами есть такая связь теплая, даже несмотря на то, что существует большая разница в возрасте между некоторыми игроками. В частности, Дауренчик, он сильно старше, ты тоже постарше ребят. Как выглядит взаимодействие ребят изнутри, вот с этой разницей? Выглядит так, что Даур, несмотря на свой возраст, он все равно как бы у него лайфстайл такой же, как будто ему лет 25 или 20. То есть ему так страшный возраст, 30, но это первое поколение игроков взрослых, и он сам свой предел расставляет. И он общается с пацанами на одном уровне, потому что у всех жизни примерно одинаковые. Он прожил такую же жизнь, как там молодые Леха, Тима, и все равно есть какая-то связь. Мы все равно там на турнирах, там, да, у него сейчас больше, наверное, ответственности, потому что он постарше. Но в целом, еще, наверное, играет фактор, то, что основной костяк мы жили вместе. Я, Тима, Леха, Жека жили вместе 3 года. Каждый день мы видели друг друга, и там волей-неволей ты становишься близким. Ну вот смотри, когда я работала вот с той золотой польской пятеркой, именно вот несколько лет назад, у них очень чувствовалось это разделение. То есть были молодые и были прям олды. И они даже вот как-то, ну, досуг по-разному проводили, да, там по отдельности. У вас сейчас нет такого, что кто-то там уходит к себе один челить в номер, а все остальные куда-то идут? Сейчас нет такого? У нас такое, что в Virtus.pro, наверное, так, потому что старые — это костяк, новые пришли, поэтому так. А у нас молодые — это костяк, и взрослее парни пришли. То есть даже Санджи пришел раньше Даура, он старше пацанов. И как бы у нас такая иерархия молодых. Пара слов о наших партнерах. Не забывайте, что Parimatch дают бонус для всех болельщиков ВП. Переходите по ссылке в первом закрепленном комментарии и получайте специальное предложение для фанатов Virtus.pro. А именно страховку первой ставки. И не забудьте скачать приложение после регистрации. И помните, вы ничем не рискуете, а победа, она совсем близко. Понятно, что Даур может дать ребятам глобальное понимание сцены в КС, да, там какую-то уверенность, спокойствие, потому что он на опыте. Чему его учат парни молодые? Наверное, его учат то, что молодые как бы больше провели времени в игре, и они больше знают детали по микре. То есть на каких-то участках карты, какие-то передвижения, реакции. Не только игроки, мы все, как бы, они знают просто как бы новую какую-то мету, тренд, и начиная со стрельбы, заканчивая там, куда пойти. Это по-любому есть, но оно не идет прям сильное такое, просто если мы что-то видим, мы говорим. Но это есть такое, что игроки, которые играют, вот Леха, Тима, вот Жека, они только в CSGO играли в основном, и у них как бы есть какое-то, может, преимущество, потому что они помоложе, и они больше ситуаций отыграли, мне кажется. Именно.
Но смотри, несмотря на то, что с приходом Мадренчика вы в целом как состав стали чаще выигрывать, ну такая статистика, он по личным показателям проседает относительно других ребят. Может быть, не в этом его ценность, типа там в таких вещах, как координация, настрой команды, вот как ты считаешь? Эта тема, наверное, я хочу тоже всем вот передать. У нас последние 5 было ланов, и я вижу, что Даур плохо играет индивидуально. Но у меня бывают разные мысли, как у тренера, вот думаешь, блин, вот сидишь, думаешь, блин, что делать с этим? И, конечно, самое легкое в голову приходит, там, найти какого-то игрока и так далее, и легкую замену провести. Но все равно так не работает. Как бы я подумал, что крутой тренер — это тот, кто умеет влиять на то, что есть, а не тот, кто может вот так вот менять и так далее. Тем более Даур, с приходом Даура мы вышли на новый уровень. Даур, он из тех игроков, кто всегда был кором, всегда, он как бы как босс был в своих командах, наверное, с самого детства, любимчик, там он гамбит, во всех составах он был всегда на таких лидирующих позициях, и, наверное, ему сложно где-то, может быть, принять то, что сейчас как бы какая-то сфера влияния не в его руках. Это MVP мажора, это чувак, который кумир мой, у меня там, я помню, в детстве даже пароли были, Адрен там, я ему говорил, это кумир мой, и, то есть я думаю, что если был кто-то другой, я бы не верил. Ну, Даур, это просто с ним надо по-другому работать. Если у молодых парней Counter-Strike, там только сейчас какие-то отношения у парней появились, они только как бы в жизнь, ну, как бы начинают жить взрослой жизнью, а у Даура много из других дел, там, он тоже уже как бы не маленький мальчик. Вопросики у него, там всякие. Да, куча у него дел, там, всего, и ему не хватает, вот реально, и мы хотели так сделать, чтобы он прям стал как на пару месяцев 20-летним парнем, чтобы его где-то закрыть, где-то в квартире, там кому-нибудь Санджи его дать, чтобы они вдвоем сидели, там еду ему подносили, чтобы он играл, кайфовал и не думал ни о чем. Может быть, игра уже для него уже, он по-другому ее видит. То есть там Тимур, когда был, не знаю, в садик ходил, он уже в финале чемпионата мира играл. Ну, то есть ему надо дать какое-то время, сейчас он, возможно, пересоберется. Да, это мы никто не можем с его глаз посмотреть, потому что он в этом киберспорте уже десятки лет. Но все равно ему говорю, там есть там RPK, Vitality, там Forest есть, которые жестко играют. И он сам это понимает. Вот. Так ну, что, он я думаю, заряженный парень, я думаю, не будет проблем. Я думаю, что все будет окей. Сейчас он поедет на отдых, который он давно хочет, приедет, и я думаю, что это круто повлияет. Вот. Так все это ведется, мы видим то, что там люди вы пишете, но все должны верить в Даура, что он жестко начнет просто пашить. Как-то так. Хорошо, про Дауренчика понятно. В целом про команду. Я довольно часто слышу такое, что команда крутая, она может тащить в финалах мейджоров, она выигрывала Blast и так далее, там заносила 13 раундов на эпицентре, но команда довольно нестабильно себя бывает ведет. То есть в какие-то моменты вас как будто переключают, что ли. Да. Как ты думаешь, в чем вот загвоздка? Я после игры об этом говорил. Мне вообще кажется, что у молодых парней сейчас идет как бы смена в разных сферах жизни. Начиная от личной, потому что парни жили по 3 года на базе, реально там я сидел, я угорал над ним, выйти, там, не знаю, познакомьтесь с кем-то, но они, реально, у них нету зоны, чтобы выйти, с кем-то познакомиться там и так далее. Там появились отношения у парней, появилась смена организаций, появилась зона комфорта, вот там люди пишут, там, Virtus.pro, мы пришли, там, и все, там, наверное, есть какая-то зона какого-то комфорта, и это первый их опыт. Если честно, мне иногда хотелось бы, чтобы кто-то на месяц над ними пранканул, их отправили бы куда-нибудь в офисную работу, чтобы они сидели и пожили бы как там с утра на работу ходить, тяжелая работа, там, не знаю, на шахте, и они бы, наверное, по-другому относились к этому. Это все зона комфорта. И хотелось бы, я с ними говорю о том, чтобы такого не было, чтобы они задумывались, сколько мы лет отдали, чтобы сюда прийти. Вот все, кто смотрит, все знают, это начиналось еще с бостонского мейджора. Это 2,5 года. Сколько мы к этому? Это не вот так было. Не, вы работяги однозначно, вообще без вопросов. То есть то, что мы к этому пришли, и неохота это все отдавать вот плохими результатами. Я надеюсь, что каждый вот сейчас поедет на Новый год, переосмыслит
расставить приоритеты, потому что сейчас помимо игры у них тоже появляются другие моменты, и я думаю, что расставив приоритеты, каждый игрок должен стать сильнее. Хорошо, давай от дел сердечных вернемся к игре. Я понаблюдала за вашим исполнением, потому что, само собой, раньше я не так активно следила за играми «Авангард». Есть такая тенденция, что довольно часто команда, знаешь, типа надеется чуть больше на индивидуальное исполнение конкретных игроков и меньше на командное взаимодействие. Ты понимаешь, наверное, о чем я говорю? Вот честно, у меня там лежит тетрадка с гигантским, дофига стратегий у нас. И мы где-то в ноябре ушли больше в макро-стратегичную часть и меньше стали индивидуально играть. И наоборот, хочу, чтобы они в данный период развились индивидуально, чтобы каждый мог позволять себе. Вы знаете, вот те, кто вот смотрит, вот как мы стали там в рейтинге, даже мы в один момент третьими стали. Мне кажется, оно как-то заставляет тебя быть более тактичным. И мы как-то в этой волне были. И мы, мне кажется, из-за этого меньше времени стали уделять индивидуальной игре. Раньше, когда у нас ничего не было, нужно просто выйти и положить четверых, иначе у тебя нет ни стратегии, ничего. Ну, нужно сейчас нам какой-то баланс поймать, играть в игру, просто ложить там четверых и все, нормально. То есть так. Сейчас это те пробелы, которые ты собираешься заполнять в новом году? Да. Именно вот наращивать. Про пробелы я могу рассказать. Расскажи про пробелы, которые ты собираешься заполнять. Сейчас, какие есть пробелы? Нужно улучшить одно видение. У нас должно быть сейчас одно видение. Фактор отдыха, то есть были жалобы там от игроков, то что мы, ну как, это, наверное, нормальные жалобы, то что мы там 3 континента пролетали, и это сказывается. Но, как мы видим, Mousesports и Astralis, например, могут это делать. Значит, дело в другом. То есть дело в том, в нашем внутреннем состоянии. В системе, да, как ты себя чувствуешь, что ты не должен, раз уж ты пролетел, там столько-то часов ты прилетел, ну ты профессионал. Люди показывают, что они могут показывать КС, и все уже. Сейчас уже таких тем нет. По поводу игры, я бы хотел, чтобы они все индивидуально жестко работали. Индивидуально, чтобы там все... Сейчас это время играл круто, я считаю, Алексей, очень четко. Вот и Алексей... Ну, Жека хорошо играл. Последний матч так себе сыграл, но в целом всегда вот мы играем, есть Жека, который стабильно, там, не знаю, топ-3 снайпер мира 100%. Даже нужна базовая, просто чтобы мы жестче индивидуально ложили. И полагались на свою индивидуальную игру в каких-то моментах больше, чем на стратегии. Вот это вот главная цель, и надеюсь, вы увидите, что будет изменение в этой стороне. Да, я вообще в вас не сомневаюсь. Смотри, у нас новый босс у Virtus.pro, у всего Virtus.pro новый босс Сергей. Вы с ним уже встретились, и ты лично с ним встречался. Какую планку он вам поставил, может быть, какую цель на следующий год? Ну, вообще, как он вас настроил? Самый главный позыв от него, что мы здесь все сидим, чтобы быть лучшими в мире. Это наша цель. Победа — это главное. Вот. Ну, он очень много других тем затронул, там, что Virtus.pro крутая организация, которая все делает, это понятно, мы за этим пришли. Самое лучшее. Да, по всем, там, менеджера представил Миша у нас, много таких моментов организационных, там, по буткемпу и так далее мы говорили. Но в целом, главное, я считаю, мы все должны об этом думать, как стать лучшими в мире. Virtus.pro как организация, как тег, что вам сейчас может дать как раз-таки для вот этих успешных выступлений, для осуществления этой цели? Именно, может быть, и материально, и морально, именно Virtus.pro. Virtus.pro — это тег с большой историей. Когда я смотрел еще демки в 2003-м, я помню, как играли под этим деком там Алексей К. там и так далее. И оно дает, безусловно, дух. Наверное, еще потому, что дотеры очень крутые. Я много следил за ними и думаю, что каждый следит за дотой. И прям это народный бренд. Он дает какую-то, знаете, энергетику. Это чувствуется. Прям твои слова душу греют мне сейчас. Да, это чувствуется. Мы Virtus.pro уже мы угораем сами, когда я захожу, все мы мишки там и так далее. А в целом Virtus.pro дает крутую медиа-часть. Потому что, мне кажется, вы узнаете нас лучше как людей, не как каких-то парней с картинок. Что мы там, есть мы личности, то что будете лучше знать нашу как бы внутреннюю кухню. Я бы хотел, чтобы вы прям чувствовали нас, вот что происходит, как людей. Не как там Virtus.pro, которые там участвуют, там все должны побеждать, там мы сидим, получаем там деньги какие-то. Просто вот как людей. Вот что вы там
И думаю, что лучше у нас будет связь с вами благодаря Virtus.pro. По поводу организации и всего остального, я думаю, что это, ну, это безусловно, это мировой тег, здесь крутые условия, все условия, чтобы быть лучшими. Я думаю, что всем понятно. Хорошо. Когда фанаты Virtus.pro, которые уже начали узнавать вас лучше, смогут увидеть следующие ваши выступления в ближайшее время? Следующее выступление. Мы сейчас отдыхаем, делаем визы в Англию. Потом будет турнир DreamHack Лейпциг, я надеюсь. Я с ним разговариваю, чтобы нас пригласили. Такой турнир хочется, чтобы мы пришли и выиграли его. В районе Нового года будет Веск. Надеюсь, что мы после Нового года поедем. А так я всей команде сказал, и все понимают, что если надо будет там в аэропорту пробыть, на вылете мы полетим, потому что нужно реабилитироваться. 3 главных турнира для всех. Это Катовица, Веск и Мейджор в Рио. Все, у нас цикл заканчивается 1 июня. Все, у нас вот первые вот эти турниры январские, они такие, чтобы набраться уверенности максимально вот на победу. Друзья, ну что, план более чем прекрасный, оптимистичный и полный зрелищных матчей, я думаю, Да, уверена в это этом. Смотрите матчи наших ребят уже в новом году, болейте за Virtus.pro, у нас замечательный тренер. Подписывайтесь на его соцсети, на канал Virtus.pro, ставьте лайки, болейте за нас и увидимся в новых видео. Не расстраивай меня, подпишись на наш канал.